Океан, занимающий почти 70% всей поверхности нашей планеты, остается одним из самых малоизученных пространств в истории человечества. Ведь, несмотря на огромные территории воды, покрывающие Землю подобно гигантскому живому существу, люди смогли исследовать лишь около 5% его глубин, что делает океан чем-то вроде бесконечной вселенной под ногами каждого из нас, скрывающей тайны, невероятные формы жизни, затерянные следы древних цивилизаций, утонувшие города, колоссальные реликвии прошлого и бездну загадок, которые столетиями находятся за пределами человеческого понимания. Хотя нам знакомы многочисленные документальные фильмы о морской жизни, о пугающей красоте глубоководных существ и о том, как холодный мрак давит на все, что погружается в бездну, реальная картина того, что скрыто внизу, почти полностью ускользает от нашего восприятия, ведь даже самые современные аппараты и глубоководные технологии не способны охватить всю масштабность подводного мира. И все же, благодаря бесстрашным дайверам и исследователям, готовым рисковать жизнями ради открытия новых горизонтов, нам удалось узнать хотя бы малую часть того, что океан скрывал миллионы лет. От древних артефактов, чье происхождение теряется во времени, до существ, которые выглядят так, будто они пришли с другой планеты. Нередко говорят, что на дне океана хранится больше исторических предметов, чем во всех музеях мира. И эта мысль, как ни странно, кажется не преувеличением, а вполне точным отражением действительности, если учитывать, сколько кораблей, городов, культовых сооружений и даже целых цивилизаций исчезали под водой из-за катастроф, землетрясений, потопов или войн. Одним из самых впечатляющих примеров является обнаруженный дайверами тайник древних сокровищ. Золотая чаша, амфора, киликс и другие предметы, пролежавшие на дне Средиземного моря не просто столетия, а тысячи лет, по некоторым оценкам, более 3,5 тысячелетий, после того, как крупное торговое судно длиной около 15 метров затонуло недалеко от побережья того, что сегодня мы называем Турцией. Эти объекты не только рассказывали о древних ремеслах, но и открывали перед археологами совершенно новое понимание торговли, связей и культурного обмена между средиземноморскими народами тех эпох. Впрочем, драгоценности — лишь малая часть того, что скрывает морское дно. Ведь океан стал собранием не только сокровищ, но и скульптур, изображений, статуй и произведений искусства, созданных людьми, которые жили тысячи лет назад. Многие знают о статуях Моэи, возвышающихся на острове Пасхи, но далеко не всем известно, что многочисленные каменные изваяния находили и под водой. Их обнаруживали у берегов Африки, Европы и Южной Америки, где некогда процветали древние цивилизации, позже ушедшие под воду из-за природных катастроф или долгих столетий разрушения. Особое внимание привлекает подводный парк скульптур в районе Канкуна, Мексика, где на глубине расположено более 500 фигур. Некоторые из них созданы искусственно в современную эпоху, но многие представляют собой древние образы, сохранившиеся благодаря практически герметичной среде морского дна. Увидеть их могут только те, кто способен погрузиться глубоко в Карибское море и выдержать давление, царящее там. Помимо творений человеческих рук, в океане скрывается и огромное количество находок, связанных с самыми темными страницами человеческой истории. От костей и черепов до целых скелетов, которые когда-то принадлежали людям, чьи судьбы были оборваны стихией, войной, кораблекрушениями или трагическими обстоятельствами, о которых мы никогда не узнаем. Одной из самых необычных находок стал скелет девочки, возраст которого ориентировочно превышает 13 тысяч лет, найденный глубоко под водой неподалеку от мексиканских берегов в 2007 году. Эта находка удивила исследователей не только идеальной сохранностью, но и тем, что она стала ключом к изучению древней миграции людей на американский континент.
Этот древний скелет, пролежавший под водой целые тысячелетия, стал настоящим научным прорывом, ведь ученые получили возможность изучить не только особенности строения древнейших людей, но и понять, как изменение климата, подземные реки, обвалы и постепенное затопление огромных систем пещер привели к тому, что тело оказалось погребено в условиях, идеально подходящих для консервации, сохранивших его лучше, чем многие останки, лежащие на суше. Однако человеческие скелеты — не единственные свидетельства прошлого, скрытые морем. При раскопках у побережья Греции и Египта дайверы обнаружили египетские надгробия и множество предметов, принадлежавших исчезнувшему городу Гераклеону, который долгие века считался мифом, легендой, чем-то вроде Атлантиды, пока его руины, засыпанные илом и песком, не были найдены на глубине неподалеку от залива Абу-Кир. Когда-то Гераклеон был важным религиозным центром, портом и процветающим городом, но около 12 веков назад, под воздействием тектонических процессов, постепенного оседания грунта и повышения уровня моря, он исчез под водой, словно поглощенный морской стихией. Сегодня его артефакты — статуи богов, надгробия, колонны, монеты, украшения и фрагменты архитектурных сооружений выставляются в музеях Средиземноморья, напоминая о том, как хрупки могут быть даже крупнейшие города древности. Но океан хранит не только исторические ценности, но и невероятные сокровища. Например, в 2015 году недалеко от побережья Флориды один дайвер случайно наткнулся на сокровищницу стоимостью почти $1 миллион, в которую входили 51 золотая монета, 40 футов изысканно украшенной золотой цепи и редчайшая единичная монета, созданная специально для короля Испании Филиппа V, предмет столь высокой ценности, что он считается одним из самых желанных трофеев среди охотников за подводными богатствами. Однако это лишь малая доля того, что можно найти под водой, ведь тысячи кораблей, перевозивших золото, серебро, драгоценности, фарфор, редчайшие металлические изделия и предметы роскоши, лежат на дне со времен колониальных войн, пиратских набегов и морских сражений. Помимо монет и цепей, дайверы часто находят ювелирные украшения самых разных эпох, от древних жемчужных ожерелий и браслетов, усыпанных редкими камнями, до современных драгоценных изделий, включая брендовые часы Rolex и Cartier, которые оказались в воде после крушения яхт, штормов или несчастных случаев. Некоторые из таких находок покрываются коррозией или теряют свою форму, однако многие удивительным образом сохраняются, и каждый такой предмет может оказаться либо бесценным артефактом, либо частью чьей-то трагической истории. Под водой скрыты не только произведения искусства и драгоценности, но и целые архитектурные сооружения, такие как загадочная подводная пирамида, обнаруженная впервые при помощи спутниковых снимков в сервисе Google Earth. Исследователь заметил аномальную форму на огромной глубине в Тихом океане, и когда мексиканские дайверы отправились на проверку, они действительно обнаружили гигантскую пирамидальную структуру идеальной формы, основание которой, по приблизительным расчетам, достигало почти 9 миль в длину, и это породило теорию о существовании целых затонувших комплексов майя, возможно, уничтоженных древними цунами, изменениями уровня воды или катастрофами, природу которых мы еще не понимаем. Но еще более удивительным выглядит факт существования целых поездов на морском дне. Один из самых известных примеров — так называемое подводное железнодорожное кладбище у города Лонг-Бранч, штат Нью-Джерси, где на глубине около 90 футов покоятся старинные локомотивы, находящиеся под водой примерно 100 лет. Они были впервые обнаружены дайвером Полом Хеплером в 1985 году, и до сих пор ученые не знают точно, как эти машины оказались в океане. То ли они упали с корабля, перевозившего их в начале XX века, то ли были списаны и намеренно сброшены в воду.
И помимо поездов глубины скрывают и военные танки. Массивные стальные машины, появившиеся чуть более века назад, но уже успевшие стать частью морских глубин. Чаще всего их находят недалеко от морских транспортных путей, где они падали с транспортных судов во время шторма, или где их могли сбрасывать по неизвестным причинам, возможно, связанным с военными учениями, логистическими ошибками или практиками утилизации, которые давно забыты. На глубине обитают и существа, которые выглядят по-настоящему пугающе, и одно из них — знаменитый морской дьявол — рыба-удильщик, получившая широкую известность благодаря фильму «В поисках Немо», где она предстает жутким, мрачно сияющим созданием с огромной пастью. В реальности эта рыба еще более устрашающая. Она живет в тропических и умеренных водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, обладает кожей цвета смолы, телом, способным выдерживать давление адских глубин, и биолюминесцентным отростком, свет которого используется как приманка для добычи. Встреча с ней — редкость, но каждый дайвер, кому посчастливилось увидеть морского дьявола, говорит о нем как о существе, которое больше похоже на монстра из мифа, чем на рыбу. Одним из самых известных объектов, покоящихся на морском дне, является легендарный «Титаник» — огромный пассажирский лайнер, который затонул в 1912 году и разломился надвое, опускаясь в глубины Атлантики. Сегодня его металлический корпус покрыт бактериями, которые питаются железом и постепенно разрушают конструкцию, превращая когда-то величественный корабль в ржавеющие останки, ставшие частью подводного мира. Несмотря на это, интерес к «Титанику» не угасает уже более века, и даже создание «Титаника-2», запланированного для запуска в 2022 году, стало одной из самых обсуждаемых тем в мире морской истории. Однако среди всех находок под водой самое печальное — это загрязнение, вызванное деятельностью человека. На дне океанов лежат тысячи и тысячи тонн мусора. Пластиковые бутылки, пакеты, обломки кораблей, рыболовные сети, металлический лом и другие отходы, которые образуют настоящие подводные свалки, угрожающие экосистемам, изменяющие миграции животных, отравляющие воду и создающие смертельные ловушки для морских существ. Дайверы все чаще рассказывают, что, погружаясь в те места, где раньше были чистые прозрачные воды, теперь встречают целые мореходные массы отходов, и эта картина становится самым болезненным напоминанием о том, что человечество должно начать заботиться о планете иначе, чем раньше, чтобы сохранить океан, древний, прекрасный, могучий и хрупкий мир, для будущих поколений и для всех живых существ, которым он служит домом на протяжении миллионов лет. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.